Иран и Оман решают судьбу Ормузского пролива без Дональда Трампа. Ксир тем временем заявил о закрытии Ормуза на неопределенное время. Трамп опять похвастался тестом на умственные способности. Белый дом уточнил, обследование было еще в мае. Зеленский призывает ускорить поставки оружия. Россия опять атаковала украинские города ракетами. В Сребренице вспоминают погибших во время геноцида, устроенного 30 лет назад сербскими войсками. Герцог Сассекский, принц Гарри на родине. Встретился с папой, пообщался с ветеранами и занялся йогой с козами. Канье Уэст дал концерт в Албании, несмотря на протесты общественности. Правительство уточнило, Уэст приносит деньги, а они не пахнут. Супертайфун обрушился на Китай и Тайвань. Ветер 130 км в час и эвакуация нескольких миллионов человек. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Иран и Оман начали переговоры о будущем Ормузского пролива, ключевой морской артерии, через которую проходит около 20% мировых морских поставок нефти и значительная часть экспорта сжиженного природного газа. В Маскат прибыл министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, который провел переговоры с министром иностранных дел Омана Бодром Аль-Бусаиди. Главная тема встречи – обеспечение безопасности судоходства после нового витка американо-иранского противостояния. По данным CNN, стороны обсуждают проект новой схемы движения судов через пролив. Она предусматривает создание 2 постоянных коридоров. Южный маршрут в территориальных водах Омана останется открытым для свободного международного судоходства по действующим правилам. Северный коридор пройдет через территориальные воды Ирана. Проход по нему потребует предварительного согласования с Тегераном, однако без взимания транзитных сборов. Необходимость новых договоренностей возникла после серии взаимных ударов США и Ирана и атак на коммерческие суда в Ормузском проливе. Именно безопасность этого маршрута стала одним из ключевых вопросов американо-иранских переговоров о прекращении боевых действий. Корпус стражи Исламской революции объявил о закрытии Ормузского пролива на неопределенный срок после инцидента с коммерческим судном, которое, по версии Тегерана, попыталось пройти по несанкционированному маршруту. Иранские государственные СМИ сообщили, что по судну был произведен предупредительный выстрел, после чего движение через пролив было остановлено. Во имя Аллаха, сокрушающего тиранов. В нашем предыдущем заявлении мы говорили, что иностранное вмешательство и незаконное определение маршрутов судоходства в Ормузском проливе встретят наш решительный ответ и приведут к нарушению тенденции роста судоходства через пролив. Несколько часов назад эти предупреждения были проигнорированы, и по подстрекательству иностранцев несколько судов попытались пройти по неутвержденному маршруту, проигнорировав наши предупреждения и уведомления о необходимости изменить курс и следовать по утвержденному маршруту. В результате одно из судов, которое поставило под угрозу безопасность судоходства, отключив свои системы, подверглось предупредительному обстрелу и было остановлено. После этого инцидента, во-первых, поскольку данная угроза безопасности возникла вследствие незаконного вмешательства иностранцев, Ормузский пролив закрывается до дальнейшего уведомления и до прекращения вмешательства Соединенных Штатов в дела этого региона. Ни одному судну не будет разрешен проход. Во-вторых, если агрессор воспользуется этим инцидентом, ответственность за который лежит на нем самом, как предлогом для новой ошибки и нового акта агрессии против нас, он столкнется с жестким ответом, а новые базы противника в регионе станут целями ударов. Последствия такого вмешательства лягут на американо-сионистского противника и на страны, предоставившие свою территорию для размещения вражеских баз, с которых исходят эти угрозы. Заявление прозвучало менее чем через сутки после переговоров министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи с главой МИД Омана Бодром Аль-Бусаиди, где обсуждались новые правила судоходства. По данным американских СМИ, Вашингтон рассчитывал, что Тегеран, напротив, подтвердит открытие пролива для коммерческого флота, однако этого не произошло. Заявление прозвучало менее чем через сутки после переговоров министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи с главой МИД Омана Бодром Аль-Бусаиди, где обсуждались новые правила судоходства. По данным американских СМИ, Вашингтон рассчитывал, что Тегеран, напротив, подтвердит открытие пролива для коммерческого флота, однако этого не произошло. В странах Персидского залива судоходные компании уже начали пересматривать маршруты, а часть танкеров остается в ожидании дальнейших распоряжений. Ормузский пролив обеспечивает около 1/5 части мировых морских поставок нефти, поэтому любое ограничение движения немедленно отражается на мировых энергетических рынках. По данным Financial Times, большинство судов в последние дни старались держаться оманских территориальных вод. Однако после нового решения Тегерана дальнейшая навигация вновь оказалась под вопросом. Дональд Трамп вернулся в Белый дом после игры в гольф в своем клубе в Стерлинге, штат Вирджиния, и сразу осмотрел ремонт северного портика. В Truth Social президент назвал нынешний вид главного входа ужасным и заявил, что он оставался таким годами. Американские СМИ уточняют. Колонны закрыты строительными лесами и тентами, работы включают очистку старых слоев краски, восстановление камня и штукатурки, а также усиление входных дверей по рекомендациям секретной службы. Белый дом настаивает, что архитектурный облик портика не изменится.
Это очередной проект Трампа после реконструкции Розового сада, строительства бального зала и планов оборудовать на Южной Лужайке новую вертолетную площадку. Это ужасный фасад Белого дома, и таким он был долгие годы. Его состояние было плачевным, точно так же, как и состояние нашей страны, когда я принял ее от сонного Джо Байдена. Радикальные левые демократы критикуют меня за то, что я трачу так много времени на возвращение Белому дому величия, которое было у него 100 лет назад. На самом деле он станет намного лучше, чем тогда, и они не смогут упрекнуть нас за то, что мы возвращаем нашим великим и выдающимся памятникам былое величие и поднимаем их на уровень, которого они никогда прежде не достигали. Именно этим мы занимаемся по всему Вашингтону, округ Колумбия и, по-своему, по всей нашей стране. Белый дом, как вы можете увидеть на прикрепленных фотографиях до, был позором. Хотите верьте, хотите нет, но это снимки главного входа. Совсем скоро он станет символом необыкновенной красоты и предметом гордости. Президент Дональд Джей Трамп. Дональд Трамп вновь заявил, что находится в отличной физической и умственной форме. В соцсетях президент США сообщил, что прошел обследование в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида и в 3-й раз без ошибок выполнил когнитивный тест. Однако Белый дом уточнил. Трамп говорил о медосмотре, который состоялся еще в конце мая, а не о новой поездке в клинику. Заявление появилось в посте с критикой журналистов The New York Times Мэгги Хаберман и Джонатана Суона. В их новой книге о возвращении Трампа к власти говорится, что часть сотрудников Белого дома обсуждает его возраст, выносливость и физическое состояние. Трампу исполнилось 80 лет, и он остается самым пожилым президентом в истории США. После споров о состоянии Джо Байдена, здоровье и когнитивные способности возрастных политиков стали одной из постоянных тем американской политики. Сам Трамп регулярно ссылается на результаты тестов как на доказательство своей работоспособности. Администрация Дональда Трампа резко усилила давление на американские СМИ. Министерство юстиции потребовало, чтобы несколько журналистов The New York Times дали показания перед федеральным большим жюри по делу об утечке информации о новом президентском самолете, подаренном Катаром. По данным издания, повестки были подписаны федеральным прокурором Южного округа Нью-Йорка Джеем Клейтоном, а некоторым репортерам их лично доставили сотрудники ФБР. Поводом стали публикации о возможных рисках безопасности, связанных с эксплуатацией катарского Boeing 747, который временно выполняет функции президентского борта. Министерство юстиции заявляет, что расследует не журналистов, а источники утечки секретной информации. The New York Times назвала действия властей беспрецедентной попыткой давления на независимую прессу. Национальный пресс-клуб США и Комитет репортеров за свободу прессы потребовали немедленно отозвать повестки, заявив, что вызов журналистов в большое жюри подрывает гарантированную первой поправкой свободу слова и создает опасный прецедент для американской журналистики. Скандал разгорелся через несколько дней после первого зарубежного перелета Трампа на новом президентском самолете. На фоне очередной российской комбинированной атаки президент Украины Владимир Зеленский объявил о подготовке изменений в работе украинской дипломатии. По его словам, главной задачей станет ускорение выполнения уже достигнутых договоренностей с союзниками о поставках вооружений, прежде всего систем противовоздушной обороны и боеприпасов. Заявление прозвучало после нового удара России по украинским городам, в результате которого, по данным украинских властей, погибли по меньшей мере 6 человек. Десятки получили ранения. Вопрос поставок вооружений остается для Киева критическим. Украинская сторона неоднократно заявляла о нехватке ракет для комплексов Patriot, которые остаются единственным средством перехвата российских баллистических ракет. В последние недели эффективность отражения подобных атак заметно снизилась, а Украина продолжает добиваться от США и европейских партнеров ускорения поставок систем ПВО и ракет к ним. Готовлю изменения в дипломатическом корпусе. Нужно новое качество работы с партнерами Украины для выполнения договоренностей о поставках оружия. Договоренности, которые достигнуты на уровне лидеров, должны выполняться значительно быстрее и в полном объеме. Соединенные Штаты Америки и договоренность о лицензиях на производство ракет Patriot. Европа и наша работа с партнерами по производству собственной европейской противобаллистической системы, а также другие проекты именно такого оборонного сотрудничества. Также пакеты поддержки для Украины, которые были объявлены, но на сегодняшний день реализованы не полностью. Сегодня россияне нанесли удар баллистическими ракетами по Украине. Основной целью был Киев. Был страшный удар российских бомб по Сумам, ракетный удар по городу Одессе. Мои соболезнования всем родным и близким погибших. Весь день шахеды и другие удары. Другие ударные беспилотники по Харьковской области, по Днепропетровской области, по громадам Сумской области, Донецкой области, Херсонской области, Запорожской области. Между объявлением пакета поддержки для Украины и его реализацией не должны проходить недели.
Это ответственность всех. Всех в государстве, кто занимается дипломатической работой прежде всего. Украинским воинам нужно больше средств, больше возможностей, чтобы защищать жизнь, чтобы защищать людей от российского зла. В Боснии и Герцеговине почтили память жертв геноцида в Сребренице. В мемориальном центре в Поточарах прошли траурные мероприятия по случаю 31-й годовщины массового убийства, считавшегося крупнейшим в Европе до начала полномасштабной войны России против Украины и массового уничтожения российскими войсками жителей Мариуполя. Тысячи людей приняли участие в церемонии, во время которой были захоронены останки еще 10 недавно опознанных жертв. Во многих случаях родственникам удалось найти лишь часть останков, поскольку тела погибших после расстрелов были перезахоронены в разных местах, чтобы скрыть следы преступления. Около 1000 человек до сих пор считаются пропавшими без вести. Часть общей трагедии людей, переживших геноцид, заключается в том, что для них до сих пор нет настоящего завершения этой истории. Лишь очень немногим семьям, возможно, нескольким сотням, удалось похоронить полные останки своих близких, обнаруженные в первичных массовых захоронениях. Даже спустя 31 год все еще не окончено. Последний раз какие-то останки нашли в 2014 году, и с тех пор ничего, поэтому мы решили, что больше ждать нечего. Пусть хотя бы эта малая часть, которую удалось найти, наконец обретет покой. В июле 1995 года силы боснийских сербов под командованием генерала Радка Младича захватили объявленную ООН зоной безопасности Сребреницу. За несколько дней были убиты около 8000 боснийских мусульман, мужчин и мальчиков. Международный трибунал в Гааге и Международный суд ООН квалифицировали эти события как геноцид, а Радко Младич и политический лидер боснийских сербов Радован Караджич были приговорены к пожизненному заключению. Украинские СМИ в годовщину также напомнили о действиях украинского миротворческого контингента ООН в соседней Жепе. Через несколько дней после падения Сребреницы украинские военнослужащие организовали эвакуацию тысяч мирных жителей, предотвратив повторение массовой трагедии в этом анклаве. В 2024 году Генеральная ассамблея ООН провозгласила 11 июля Международным днем памяти жертв геноцида в Сребренице. Несмотря на решение международных судов, руководство Республики Сербской и часть политиков в Сербии по-прежнему оспаривают квалификацию этих событий как геноцида. 5 дней в Великобритании, которые должны были стать триумфальным возвращением принца Гарри, превратились в демонстрацию его непростого положения. Герцог Сассекский приехал продвигать основанные им Игры непокоренных, международные соревнования для раненых военнослужащих, которые в 2027 году примет Бирмингем. На конференции фонда Invictus Games он призвал превращать поддержку ветеранов из политических деклараций в реальные программы. А затем посетил главную арену будущих соревнований, сыграл в регби на колясках и пиклбол, встретился с участниками и волонтерами. Отдельным пунктом программы стала поездка в детскую больницу Бирмингема, где Гарри отметил 20-летие программы Well Child по поддержке тяжело больных детей. Каждый из нас убежден, что люди, служившие своей стране, и особенно те, чьи жизни изменились из-за этой службы, заслуживают большего, чем просто нашей благодарности. Они заслуживают возможностей. Возможности заново обрести свое предназначение и свою идентичность. Они заслуживают того, чтобы по-настоящему чувствовать наше восхищение и уважение. И они заслуживают любого шанса построить ту жизнь, которую сами выберут после завершения военной службы. Именно в этом и заключается суть сообщества Invictus. Завершился визит благотворительным фестивалем Scottish Summer Soldiers, где принц неожиданно присоединился к занятиям по йоге с козами. Но практически все британские СМИ обсуждали не благотворительность, а сразу несколько неприятных для Гарри событий. Высокий суд Лондона полностью отклонил его иск против издателя Daily Mail, сочтя недоказанными обвинения в незаконном сборе информации. Судья подчеркнул, одних подозрений недостаточно, чтобы признать публикации полученными незаконным путем. Это стало одним из самых болезненных поражений Гарри в многолетней борьбе с британской прессой, несмотря на предыдущие победы над другими издателями. Дополнительный резонанс вызвали и вопросы безопасности. В последний момент Меган, Арчи и Лилибет отказались приезжать в Лондон после отказа Лондона предоставить им государственную охрану. При этом, по сообщениям ITV, король Чарльз III и королева Камилла все же были готовы принять Гарри, Меган и детей во время визита, что британские обозреватели расценивали как осторожный сигнал возможного потепления отношений внутри королевской семьи после нескольких лет жесткого конфликта. Вокруг Эрлинга Холланда на чемпионате мира развернулась настоящая холландомания. После исторического выхода сборной Норвегии в четвертьфинал и победы над Бразилией норвежский нападающий стал одним из главных героев турнира. Американские и норвежские СМИ отмечают, что популярность Холланда вышла далеко за пределы футбола.
Болельщики массово копируют его фирменную прическу и манеру праздновать голы. Знаменитый викингский грибок, который вместе с голами Холланда превратился в главный символ сенсационной победы сборной Норвегии. Перед матчем Норвегия-Англия в Майами эта волна холландомании вылилась в конкурс двойников Холланда. Десятки участников пришли в светлых париках, футболках сборной Норвегии и Манчестер-Сити. А один из конкурсантов даже принес стейк и молоко, повторяя известные пищевые привычки форварда. Я думаю, что Холланд один из самых красивых мужчин на свете. И я тоже считаю себя одним из самых красивых мужчин на свете. Так что мы должно быть похожи. Он высокий, красивый, голубоглазый и блондин. Поэтому для меня участие в этом конкурсе вполне логично. Ведь у нас обоих такая привлекательная внешность. Я участвую в этом конкурсе, потому что знаю, что одержу победу. Все эти конкуренты и рядом со мной не стояли, и я лучшая из всех, кто здесь участвует. Я люблю чемпионат мира, смотрю его с младенчества и обожаю Месси и всех остальных. Спасибо вам огромное. Я выиграю этот конкурс. Вперед! Вперед, Норвегия! Ура! Холланд — отличный игрок, и я борюсь за этот билет отчасти потому, что ищу бесплатные билеты. Было бы здорово выиграть и пойти сегодня на игру. Ни один из этих самонадеянных участников не победил. Самым похожим оказался Ноа Бералафтон, который получил 2 билета на четвертьфинал чемпионата мира. Я чувствую себя нормально. О, чуть ближе. Я чувствую себя хорошо. Все в порядке. Приятно побеждать ради своей страны. Приятно победить ради своей страны. Хорошо победить. Спасибо. Скандальный концерт Канье Уэста в Албании прошел на фоне политических протестов, международной критики и беспрецедентных мер безопасности. Ради единственного выступления американского рэпера под Тираной построили временный стадион, а власти выделили на организацию 4 миллиона евро. По оценке правительства, концерт должен привлечь около 25 тысяч зрителей и принести экономике страны до 100 миллионов евро за счет туристов, гостиниц и сферы услуг. Это мероприятие полностью организовано частной группой – албанскими, немецкими и турецкими партнерами, которые взяли на себя весь этот колоссальный проект. Албанское государство было вынуждено вмешаться только вчера, выделив не десятки и не сотни миллионов евро, как утверждают вороны и стервятники с бульвара, а 4 миллиона. Если бы это мероприятие не состоялось, это означало бы на одну возможность меньше для экономики столицы, потому что эти тысячи людей обеспечивают не только немедленный экономический эффект, но и создают постепенный долгосрочный экономический эффект. Выступление стало единственным в Европе после того, как ряд стран отказались принимать артиста из-за его антисемитских высказываний, публичных симпатий к Адольфу Гитлеру и использования нацистской символики. Несмотря на это, поклонники приехали в Албанию из Великобритании, Израиля и других стран. Многие заявляли журналистам, что отделяют творчество от личности исполнителя и не поддерживают его политические заявления. Я из Израиля. Я еврейка. Иногда я не согласна с его высказываниями, но он великий артист. Он изменил музыку во всем мире, и мы это ценим. Мы здесь только ради музыки, а не ради политики. Просто чтобы хорошо провести время. Вот и все. Я с его высказываниями не согласен. Человеку с психическим заболеванием несправедливо давать такую трибуну. Но он великий артист, и я знаю от близкого к нему человека, что на самом деле он не антисемит. Вот и все. Мне нравится только его музыка, а не его взгляды. Нужно любить артиста, а не его мнение о еврейской общине и всем остальном. К тому же он говорил, что сожалеет о своих прошлых высказываниях. Я приехал сюда ради Канье Уэста, величайшего артиста всех времен. И это не только мое мнение, как вы видите, здесь так считают почти все. Да, у него были неоднозначные высказывания, но на это можно не обращать внимания. Потому что в музыке он лучший, он добился всего. И то, что он приехал выступать сюда, в Албанию, где мы никогда не думали его увидеть, это просто невероятно. Такой шанс выпадает раз в жизни. Просто увидеть Канье — уже событие всей жизни. Здесь все неоднозначно. У него репутация человека, который говорит спорные вещи. Но я здесь только ради музыки. И только ради нее. Решение правительства провести концерт Канье Уэста вызвало резкую критику внутри страны. Оппозиция и участники продолжающихся уже более месяца протестов обвинили премьер-министра Эдди Раму в нецелевом расходовании бюджетных средств на фоне социальных проблем. Первоначально митинги начались из-за планов строительства курорта Джаредом Кушнером, зятем президента США Дональда Трампа, а затем переросли в более широкие акции с требованиями отставки правительства и обвинениями в коррупции. Скандал вокруг курорта Джареда Кушнера в Албании получил уголовное продолжение. Албанская прокуратура расследует законность сделки по продаже земельного участка, на котором компания зятя президента США планирует построить элитный курорт стоимостью несколько миллиардов долларов.
По данным Reuters, следствие считает, что продавец участка, албано-американский бизнесмен Артур Шеху, мог оформить право собственности с использованием поддельных документов, а также легализовывать средства, полученные от международной торговли кокаином. Прокуратура заморозила около 110 миллионов евро, перечисленных за землю, до завершения расследования. Сам Шеху через адвоката отвергает все обвинения. При этом ни Джаред Кушнер, ни его компания в рамках расследования не обвиняются, и доказательств того, что они знали о возможных нарушениях, следствие не представило. Проект курорта уже несколько месяцев вызывает массовые протесты в Албании. Экологи выступают против застройки охраняемой прибрежной территории, местные жители оспаривают права собственности на землю, а оппозиция обвиняет правительство Эди Рамы в непрозрачном продвижении проекта. Несмотря на расследование, власти Албании заявляют, что считают инвестиции стратегически важными для развития туризма. Супертайфун Бави достиг побережья Китая, дважды выйдя на сушу менее чем за час. Первый удар стихия нанесла по городу Юйхуань в провинции Чжэцзян, второй — по расположенному севернее Юэцину, входящему в агломерацию Вэньчжоу. При выходе на берег скорость ветра в центре тайфуна достигала 40 метров в секунду, около 145 километров в час. После выхода на сушу циклон начал постепенно слабеть, однако синоптики предупреждают, что главную угрозу теперь представляют проливные дожди и масштабные наводнения. Власти Китая ввели в Чжэцзяне максимальный уровень реагирования и эвакуировали более 2 миллионов 200 тысяч человек. Полностью прекращено движение рыболовного флота, закрыты туристические объекты, остановлено движение по ряду морских мостов, отключены все 32 морские ветротурбины у побережья, а в наиболее опасные районы перебрасываются дополнительные подразделения спасателей и пожарных. Основные осадки теперь смещаются в центральные и западные районы провинции, где ожидаются ливни экстремальной интенсивности. В Вэньчжоу, где проживают около 10 миллионов человек, продолжаются перебои в работе транспорта, а коммунальные службы круглосуточно расчищают дороги от упавших деревьев и обломков. Перед тем, как достичь материкового Китая, Бави обрушился на японские острова Сакисима и прошел в непосредственной близости от Северного Тайваня. Центральное метеорологическое управление Тайваня сообщило о сильных дождях и штормовом ветре на севере острова, однако основной удар стихии пришелся севернее. Японское метеорологическое агентство зафиксировало экстремальные осадки и высокие волны на островах Окинава, где были отменены авиарейсы и паромные сообщения. Столь масштабная эвакуация стала одной из крупнейших в Китае за последние годы. По оценке метеорологов, несмотря на ослабление ветра, дождевые полосы тайфуна растянулись почти на 1000 километров, поэтому угроза подтоплений, оползней и поводков сохранится еще как минимум несколько суток по мере продвижения циклона вглубь Восточного Китая.